Вот вытащил рамку, а тут такой сюрприз. Пчелы таскают осу. Значит, что оса уже в середине улья. Залезла каким-то образом. Ну, когда холодно было. Утром и вечером у нас холода, и осы залезают в улей. Они ее замочили и тянут на выход, то есть выбрасывать. То есть осы уже по ульям шастают. Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео про воровство. И не простое воровство, а тихое. То есть тихое воровство. Вообще классификация воровства среди пчел делится на 3 категории. Просто воровство. Ну тогда это воровство видно, потому что пчелы дерутся. Чужие пчелки пробуют зайти в улей. Свои не пускают, потому что запах не тот. Начинают между собой немножко драться. Это все видно. Видно, как пчелки схватки проводят на литке. И самое главное, смотрите вниз. Вот так вот подошли к улью, смотрите на землю под литком. Чисто. Побоища нету. Идете к следующему улью, смотрите. Прилетка вниз. Ну, какая-то оса там дохлая лежит. Чисто. А бывает, приходите к улью, смотрите вниз и видите, что есть битые пчелы. Это что? Это значит, на семью нападали, семья отбивалась. Поэтому тут такое вот кладбище небольшое. Но это еще небольшое. Вот. Это значит, что эту семейку термошили. И сразу видно, били вашу семью, не били вашу семью. В общем, если пчелы воруют, то это видно. Видно по самим пчелам, видно, потому что делается возле улья. Ну и обычно воровки, они черного цвета, потому что такое черная пчела? Это та, у которой крылья целые, но она уже по возрасту старая. Вот таких черных пчел они зимовать все равно не будут. Их отправляют на воровство, потому что зимняя пчела, она ленивая пчела. Пчела, которая готовится в зиму, она и в улье нифига делать не будет, и на воровство не полетит, потому что она экономит ресурс до весны. Ей надо перезимовать и весной хорошо работать. А если она будет где-то шататься по чужим ульям или на взятке, то она свой ресурс истратит, и весной тогда от нее толку нету. Пчелы не глупые, у них миллионы лет эволюций, поэтому зимняя пчела будет сама себя экономить. Вот оса пришла. Начинается сезон ос. Пора уже с этим делом начинать бороться. Вот с конца месяца начну. Это я рассказывал про простое воровство. А есть еще напад. Его тоже ни с чем не спутаешь, потому что весь улей облеплен чужими пчелами. Они тычутся не только в литок. Вентиляционные окна везде. Драки идут постоянные. В общем, видно, что улей атакуют. Улей бьют. И это называется напад. И вот если простое воровство, в принципе, семья может пережить, то напад она пережить не может, потому что при нападе ее разбивают до цурки. Там остается одна запуганная матка и жменька пчел. Все остальное выносит к чертовой матери. Всех пчел убивает, мед забирает. Потому что зачем нападает? Ради меда. Пчелы это те еще бандюги. Друг у друга воруют. А иногда занимаются чистым бандитизмом. Так вот, обычное воровство, если его не пресечь, может перерасти в напад. И тогда это все закончится очень печально. То есть потерей семей. Семью, на которую нападают, разобьют до цурки. И те товарищи, которые нападают, тоже в некоторой степени полягут. Поэтому все это дело нехорошо. Так, ну и самый интересный тип воровства называется тихое воровство. Вот, когда медосбор закончился, самое главное, когда закончился расплод, начинается у нас тихое воровство. Тихое воровство самая печальная штука, которая может быть, она не такая печальная, как напад, вот, потому что чужие пчелы приходят за медом, и хозяйских пчел не трогают, они просто заходят в улей, забирают медочек и валят к себе в улей домой, то есть, а эти товарищи остаются без меда. Значит, почему тихое воровство случается и почему его так называют? Из самого названия понятно, что все это проходит тихо-тихо и незаметно. Незаметно для вас, незаметно для пчел. Потихонечку все ворует. Тяжелое дело, я вам скажу. Может семья остаться абсолютно перед зимовкой без меда. Поэтому, когда уже улей пакуете в зиму, все равно надо смотреть на корма. Потому что вот это тихое воровство, оно не редкость. И бывает так, что семья была закормлена, все нормально, благополучно. Открываешь уже перед самой зимой улей, а там рамки грохочут, меду нет, потому что по-тихому обворовали. Вот это вот результаты тихого воровства. Почему случается? Дело в том, что семья имеет свой запах, и пчелы отличают свою пчелу от чужой по запаху. Но запах у них устойчивый только тогда, когда есть расплод. Как только расплод матка прекращает откладывать, то есть нету открытого расплода, семья утрачивает свой запах. А когда семья утрачивает свой запах, она утрачивает свою индивидуальность. И тогда пчела не понимает, где своя пчела, а где чужая, потому что они все безликие. И вот эти безликие пчелы беспрепятственно ходят в чужие улья.
Вот, и вот начинается обмен медом. Те полетели в тот улей, украли, принесли в свой улей, а из этого улья, у которого украли, полетели тоже в какой-то улей. И вот эта вот ханалия, она по всей пасеке идет. Вот это называется тихое воровство. Еще тихое воровство можно спровоцировать самому. Я когда-то рассказывал, когда бипином обрабатываете, а бипин имеет свой запах. И вот вы всю пасеку обработали бипином, все пчелы пахнут одинаково. И вот в этот день, когда вы обработали, а вы, конечно, это делали с утра, целый день идет тихое воровство, потому что все пчелы пахнут бипином. И беспрепятственно ходят по чужим ульям, забирают мед. А пчелы, они такие товарищи, они постоянно ищут, летают, ищут, где что украсть. Вот если вы приходите на пасеку, сейчас осень уже, делать-то особо на пасеке нету, закорм практически закончен уже. Да, не практически, уже закончен. Уже, если бы не была такая жара, как сейчас, то я бы уже улья закрыл и все, и забыл бы про них. Но будем ждать, когда жара спадет. Так вот, в это время, когда ничего не цветет, вот, заходите на пасеку и видите, что летают пчелы. Их немного, но они летают на низкой высоте, до метра. Летают и вокруг чужого улья. Пролетела, посмотрела, полетела туда, посмотрела, полетела сюда, посмотрела, тут пролетела, там пролетела. И таких пчелок хватает. Вот идешь по пасеке, они возле тебя кружат, к тебе подлетают, посмотрели, кто ты такой, свой, чужой. Вот, так вот это те пчелы, которые разведчицы. То есть они ищут, где чего украсть. Вот они полетели вокруг чужого улья, облетели, видят, что тут ничего не получится. Полетела к другому улью, может там что-то получится. Полетела какой-то куст, обнюхала. Пришел человек на пасеку, его обнюхала, что с него можно взять. Вот они постоянно в поисках. И вот это вся пасека в поисках. Во всех ульях есть такие пчелы-разведчицы, которые ищут, где чего стырить можно. И как только она найдет, где чего стырить, стырит, прилетит домой, расскажет своим пчелам. И там проходит мобилизация такая небольшая, и все летят тырить. Не собирать мед, а кого-то грабить. Вот пчелы, они на этот счет молодцы. Где кого обограбить, где кого обобрать, это без проблем. Так вот, когда у семьи уже нету расплода, нету запаха, вот эти пчелы-разведчицы находят такие семьи, они сами такие безликие, находят таких же безликих и начинают к ним ходить в гости и потихонечку их там обворовывать. И так могут обворовать, что вообще ничего не останется. Так вот, это называется тихое воровство. Для вас это выглядит следующим образом. Вы идете по пасеке и смотрите все улья. Ну, какой-то там 2-3 пчелы какие-то несчастные летают. Вот, некоторые сидят вот на леточках, тут что-то грызут, полируют. Вот. А бывают такие улья, где есть такой тихий небольшой лед. Он не такой, как на взятке, но такой тихий небольшой лед. И вы видите, что вот эта семья, она отличается от остальных, потому что у нее лед немножко больше, чем у остальных. Так вот, на это надо обращать внимание, потому что либо эту семью обворовывают, либо она летает воровать. Потому что когда в природе ничего нету, все пчелы сидят в улье, никуда не деваются. Работы у них в улье практически нету, расплода нету, взятка нету, приноса нету. И вот эта зимняя пчела, которая собирается зимовать, она ленивая, она просто сидит в улье, ничего не делает. Ну, в крайнем случае, они там гнездо упорядочивают, то есть складывают уже мед, подбивает его в зиму. Из крайних рамок переносят в серединку и формируют себе ложе клуба. Вот это вся работа, которую они сейчас делают. Ну, может, некоторые там за водой слетать, вентиляцию улья делать, если сильно жарко. Вот такая, в общем, легенькая работа, в принципе. Но никто не напрягается, потому что эта зимняя пчела, она вообще ленивая, она работать не любит. Точно так, как и роевая. Вот когда роевая пора, вытягиваешь рамку, а там пчелы бородой висят внизу рамки, ленивые, ничего не делают. Вот это роевая пчела, она готовится роиться, она делать ничего не будет. Потому что, опять же, когда пчела изроится, то рою надо очень много пчел, которые будут интенсивно работать. А если она тут уже выработалась в этом улье, то куда и роиться? Она там просто не вытянет по здоровью. Вот и зимняя пчела, она, чтобы сохранить свой ресурс, свое здоровье, ничего делать не будет. И в улье летают некоторые пчелы, разведчицы, которые вот ищут, где чего украсть. Вот это вся забота пчел. Летать за водой и где чего украсть. И вот этот момент надо обязательно на пасеке контролировать. Пришли, прошлись по пасеке, вам ничего тоже делать не надо. Самое главное, смотрите, есть лед в улье, нету лета в улье. Если во всех ульях пчелы себя ведут спокойно, никто не летает, а один улей какой-то такой непонятный, такой какой-то шебушной, вот значит у них 100%. Либо они, либо их, либо пассивные, либо активные. Ну, шутка, конечно. Так, как определить, ворует ли у ваших пчел? Тут все очень просто. Вот так вот берете и закрываете им леточек. В той семейке, которая интенсивно почему-то летает. И смотрите, ну вот эта семейка никуда не летает, а если она летает, то у нее буквально через 15 минут вот тут борода пчел будет на этих закрытых летках.
соберется та пчелка, которая и прилетает воровать, и та, которая ворует у других. И все они сбегутся сюда. Но так как литок закрыт, они все сядут на литок и будут сидеть. И вот эта пчелка на закрытых литках очень интенсивно начинает собираться. То есть вот сейчас я закрыл, эта семья нормальная, она никуда не летает, и тут никто не собирается. Они, конечно, соберутся, эти пчелы-разведчицы, но это пройдет очень много времени. Видите, прилетела, а зайти не может. Еще одна прилетела, а зайти не может. Одна улетела. Чужая, наверное, была, потому что она прилетела, а зайти не может. А я им в другую сторону литка не закрыл. Вот так вот прикроем, чтобы никуда не бегали. Но так как пчел на вылете у этой семьи мало, потому что только разведчицы, а там их очень немного, вот, то кубло на закрытом литку не собирается. А вот если они интенсивный лед у них, либо их обворуют, либо они, тут мигом собирается толпа ворующих, то есть злыдней. И такое кубло нарастает буквально за 10 минут. Прилично, его очень хорошо видно. И вы понимаете, что летная пчела пришла в этот литок. Чужая, своя, неважно, она пришла. Значит, понимаете, что эта семья летает, значит, какие-то проблемы. Тогда вы берете следующий вариант ради интереса. Берете сахарную пудру, либо просто муку, и вот так вот пчелок посыпаете сверху, так, чтобы они были обсыпаны. И через 5 минуточек, и можете, в принципе, им даже литочек открыть. Вот, пусть чай летают. Они зайдут в улей, наберут себе меду, украдут, то есть мед, и полетят домой. А вы идете по пасеке и смотрите на ваши семьи. И в какой-то семье вы этих пчел, обсыпанных мукой, обязательно встретите. То есть они из этого улья, где вы их обсыпали, вернутся в тот улей, в который они летают. Либо грабят, либо оттуда прилетают сюда грабить. И сразу видите, какие улья у вас активничают. И заходят в этот несчастный улей, который оббирают. То есть, видите, вот эти семейки грабят этот улей. Но на самом деле, это делать даже не обязательно, но это ради своего интереса. Самое главное, как сделать так, чтобы вот эта семья, ее перестали грабить. То есть, чтобы тихая воровочка больше к ним не прилетала. Ну, понятное дело, что тут два выхода. Либо закрыть их полностью, чтобы ни они не летали, ни к ним не летали. Тогда старые воровочки, которые прилетают воровать, прилетают на закрытый литок, покрутились, взять нечего и пошли искать что-то в другом месте, отстали от этой семьи. Либо второй вариант, дать этой семье запах какой-то другой. Одеколон с водой разбавляете, там неважно какой вы запах, мяту, вот, и брызгаете этот улей в серединку, по рамкам поверху побрызгали, и вот эта семья начинает пахнуть по-другому. И тогда воровочка прилетает, а пчелы же там уже пахнут по-другому, и они этих воровок прогоняют, потому что запах не тот. Вы же им дали запах. То есть побрызгали пчел каким-то одеколоном, они начали как-то пахнуть. И вот эти пчелы, которые пахнут, они понимают, что прилетела какая-то пчела с чужим запахом. Они ее в улей перестают пускать. И вот этот запах, когда вы побрызгаете, он держится где-то дней 3-5. То есть на 3-5 дней эта семья пахнет уже своим запахом, которым вы побрызгали. Только же не побрызгайте одним одеколоном всю пасеку, потому что будет то, что с бипином. Если у вас несколько таких семей подозрительных, то возьмите 3 разных одеколончика и разным запахом их побрызгайте. И вот на 3-5 дней они утихомирятся. А через 3-5 дней от них либо останут, либо вы их опять побрызгаете, если не отстанут. Вот такие вот дела. Вот такое вот тихое воровство. На самом деле, при тихом воровстве пчелы-воровки не убивают этих пчел, которые в улье. Это на самом деле хорошо, потому что пчелы останутся целые. Но проблема в том, что можете обнаружить перед самой зимой, что они голодные. Вот. И тогда проблемы с поздним закормом. Вот видите, семейку я прикрыл, литочки. А пчелы носятся по литку, как ужаленные. Туда-сюда, туда-сюда. Очень шустрые, очень активные. Видно, что они хотят зайти в серединку, а не могут. А в предыдущей семье мы закрывали литочек. Они себя спокойно очень вели. Такие медленные, никуда не спешат. А вот тут есть подозрение на то, что эта семья летает. Куда ей летать? Либо ее грабят, либо она грабит. Потому что как-то они очень сильно шебуршные. Очень сильно шебуршные. Тут нормальная, в принципе, семейка. Без проблем. Но видите, они ведут себя очень активно. Вот на эту семью надо обратить внимание. Потому что сильно как-то они активные. Все спешат куда-то. А куда спешат? Что-то украсть они спешат. Другой задачи у них сейчас нет. Вот эта семейка под подозрением на тихое воровство. Такое может быть. И еще когда пчелка-воровка убегает из улья,
то своя пчела из улья выходит медленно, усики обтерла, потопталась по прилетке и потом куда-то полетела. А чужая пчелка, она из литка с таким визгом вылетает, и полетела, потому что она боится, что ей по шее дадут. Поэтому она украла мед и побыстрее старается из улья сбежать. Поэтому улетающие быстро пчелы — это тоже признак того, что пчелки чужие, не свои. Ну и чтобы немножко успокоить, наконец, тихое воровство не такое страшное, как напад. Напад — это все, семьи нету. А тихое воровство, пчелы останутся целые, все хорошо, ну просто мед у них заберут. Но это не так страшно, как напад. Такие вот дела. Но сегодня было такое вот видео. Ставим обязательно лайк, потому что я очень жаден до лайков. И пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу, чтобы YouTube продвигал это видео.